Мы сегодня в Торторето-Лидо. Какой же это прекрасный городок на берегу моря тоже. И он начинается сразу же после Альба Адриатика. Здесь так прекрасно. Здесь так все устроено хорошо. Красота невероятная. Мы почему-то никогда сюда не проезжали дальше. Всегда только в Альба Адриатика. И потом возвращались в наш Мартинсикуру. Ну, гуляли там, кушали в ресторанах, гуляли. Особенно с нашими детьми. Внуки любят там аттракционы. И вообще, там жизнь, конечно, бурлит. Ну вот, стоит проехать сюда немножко дальше. И здесь еще прекраснее. Это мы как бы на разведку приехали. Потому что весной и летом мы планируем здесь снимать, ну, не то чтобы лодку. В общем, такой катерок здесь называется барка, небольшой. И ездить, кататься в море, короче. И здесь как раз сдают в аренду. Покупать свое мы не хотим, потому что, ну, это довольно хлопотно содержать эти лодки, эти катера, эти яхты. У Альфреда уже была небольшая, ну, не сказать, чтобы яхта, но такой небольшое моторное судно, в общем. И он продал. Очень хлопотно содержать, нужно платить за стоянку и за все остальное, лицензия там. И вот мы решили снимать иногда, когда нам хочется, и отправляться в небольшие романтические путешествия, рыбку половить там в море, позагорать, покупаться прямо в море там. И вот здесь есть такое, что здесь сдают в аренду. Такой как бы кружок, не кружок. В общем, такая организация, которая этим занимается. Альфредо умеет водить. В общем, так. И мы проехали сюда, значит, мы с нашими гостями тоже будем сюда ездить. Здесь так прекрасно вообще, я в восторге просто. Чистота, красота, все ухожено, благоустроено. Пляжи шикарные, пологие, широкие. Да еще и будем кататься там на лодочках. Ну, парусные мы не будем брать, это очень трудно управлять. А вот с моторчиком можно. Вот сейчас 2 часа дня, смотрите, на небе луна над морем. Половина луны. В 2 часа дня. Погода сегодня солнечная, но ветрено и очень прохладно. Ну, по температуре не сильно прохладно. Плюс 12, но ветер очень какой-то холодный. Смотрите, какой здесь ресторан. Как все красиво здесь обустроено. Это ресторан-пиццерия. Здесь и пицца, и все на свете. И бар, вижу, есть. Но сейчас зимой, конечно, все закрыто. Но летом представляю, как здесь бурлит жизнь. Кипит. Вот какие тут здания красивые. И вот видите, написано Альба Адриатика. Вот там начинается Альба Адриатика, вернее, она заканчивается. А здесь уже Торторето-Лидо. Нет никакого пространства между городками. На одной стороне улицы один город, на другой стороне улицы другой.
Вот так здесь. А вот это здесь то, что я вам говорила, где сдают в аренду вот лодки. Наутико Массетто. А здесь даже и продают, и сдают в аренду, но на зиму, конечно, эти лодки все закрыты. Ну, в смысле, завязаны, закрыты, видите? Вот здесь это. Вот здесь даже большие какие-то есть. Прямо катера. Есть поменьше. Кое-что продается. Кое-что сдается. Вот. И туда прямо в море мы поедем. Поплывем скоро. Вот это прекрасно. Здесь можно и поваляться, позагорать, рыбку половить, немножко покушать, поплавать и домой. Что еще делать в море? Нам жить там не надо в море. А вот в этой, наверное, можно много дней плавать. Там все закрыто, наверное, есть кабина. А здесь так, открыто. Но мы поедем, когда будет тепло. Летом. Или поздней весной. Вот так называется. Наутико Массетти. Вот. Вот такая здесь организация. Если кто-то хочет приезжать в отпуск, снимать лодку, делать романтические небольшие путешествия со своей семьей вдоль берега. Может быть, рыбку половить, а если не рыбку, то просто поплавать, насладиться морем. Вот можно здесь снимать. Здесь можно снимать по часу, можно снимать, по-моему, на сутки, если побольше какие-то лодки. Но в основном почасовая оплата. Минимум 3-4 часа, можно 6, кому сколько надо. Ну 6 это, по-моему, слишком много. Целый день в море это мне даже не хочется. 3-4 вполне нормально, правда же? Потом устанешь. Зачем это надо? 3-4 часа это прямо идеал. Развлечься, получить эмоции, настроение и потом домой. Здесь тоже благоустраивают набережную. Это мы уже въехали в Альба-Адриатика. Это тоже прекрасный город.
моря тоже мостик есть. И сразу попадешь к нам. Так. Все городки связаны между собой. Va bene. Che per un anno gratuito normalmente, cioè loro pagano 3 euro invece ne costa 2. Per loro va bene, sì. Вот эта площадь здесь в Альба-Адриатика. По-моему, здесь делают Меркато. Но мы никогда не приезжали сюда на Меркато. Смотрите, написано Чита ди Мартинсикуро. Это наш городок. Вот мы только что выехали из Альба-Адриатика и прямо въезжаем к нам. Правда, сначала начинается пригород, который называется Вилароса. Не сам городок, а это пригород. Вот он, это Вилароса уже начинается. Потом прям сам наш город. Вернее, городок крошечный. Он самый маленький у нас. Но мне нравится, потому что спокойно и хорошо. Мы не привыкли к большим толпам людей. Нам нравится там, где мы живем. А в любой момент, если захочешь суету, толпу, можно, пожалуйста, выехать сразу же сюда или туда. Буквально 10-15 минут, и ты уже в другом городе. Очень удобно. Это я вам сегодня устроила экскурсию по нашим городкам близлежащим. Правда, экскурсия небольшая, но общую атмосферу понять можно. Как здесь у нас все устроено. Вот мне нравится этот кусок дороги, где такие высокие сосны. Едешь как в туннеле. Вам, напишите в комментариях. Я уже много раз снимала эту дорогу. Это просто восторг. А здесь супермаркет Тигри. Там есть и Глобу, там и одежда, там все. И питание. Большой. А вот и наш центр нашего городка. Вот церковь наша. Это мы уже здесь у нас в центре. Ну, это я уже 1000 раз снимала. Мы сейчас пришли опять в магазин и покупаем ананасы. Вот здесь аппарат такой, который нам чистит и нарезает. Бум. Сам выбираешь ананас и вставляешь туда прямо колечками. Вот. Мы 2 ананаса берем. Причем нечищенный стоит 1,90, а чищенный 4,99. Без кожи. Уже нарезанный колечками. Удобно. Сейчас мы покупаем сыры. Здесь такой отдел специальный. Девушка нарезает прошутто и сыр.
Мы купили яйца перепелиные по 2,60. Мы купили 3 упаковки. По утрам мы любим такие яйца в смяточку. Это для пожилых очень хорошо. Такие бедрышки куриные, очень высокого качества цыплята. Поэтому бедрышки у них маленькие, 2,46. Имеется в виду, что их не стимулируют гормонами роста. Вот они натуральные. Видите, даже цвет какой красивый. 2,46 вот эти 2 бедрышка здесь. И мы купили таких 3 упаковки. Это панчета 2,70. Она очень вкусна на гриле, когда ее готовишь быстренько. С каким-нибудь салатиком. 2,70 вот за эту упаковку. А за килограмм 7,85. Вот паста ди сальсича называется это. Из этого фарша делают колбаски. Вот такой фарш люблю использовать на голубцы. Очень вкусно получается. Вот такой сыр азиаго. 3,25 за упаковку, за килограмм 12,50. Очень люблю этот сыр. Мягкий такой. Он полутвердый, не сильно твердый. Здесь у меня... Здесь за 3,25 2 палочки козьего сыра. Такой вкусный, мягкий. Его просто размазываешь на хлебушек и с чаем. Бутылка молока 1,80. Это высокого качества. Молоко наше местное. Тыква. Кусок тыквы 2,80. За килограмм 2,90. Мы любим супчик с тыквой. Я вам уже его показывала, кстати. Могу оставить ссылку. Здесь твердый сыр. За 16 евро вот такой кусок. Твердый, выдержанный, называется качкавала ингрота. Этот сыр созревает в гротах специальных, выдерживается. Цена его за килограмм 26,50. Этот сыр очень дорогой, но он просто тает во рту. Очень вкусный. И 2 ананаса. И еще вот такую рыбу мы купили. Это рыба в соли. Она называется бакала. Ее вымачивают от соли несколько дней, а потом готовят с ней блюда разные. В общем, очень вкусно с картошкой, помидорами и луком тушить. Треска. Крупная. И вот каждая упаковка стоит 9,63 и тут 9,38. Забыли морковку купить. Мы ее любим маринованную. Purtroppo l'inverno non ci funziona. Sì. Salveria 25. Dove fai? Un po' di stazione. Mi fa un bacietto di stazione. Sì. Sì, non chilo, comunque. Мы покупаем страчателлу. Это ломтики моцареллы в сливках. Caprini. Ma dove caprino? Non vedo, se c'è. No, non qua. Ancora? Sì. Caprini sono due. Sì. Le faccio Questo è vedere il perché Mauri.
Non sono qui al banco, quello che c'è non è qua al banco perché non abbiamo il posto, lo mettiamo fuori. Вот бутик, называется Нуна Ли. И здесь все в бежево-черном цвете. Видимо, это модно в этом году. В общем, не знаю. Подскажите, кто знает. Здесь скидки до 70%. А там дальше вижу минус 50%, минус 40%. В общем, скидки очень большие сейчас в январе. Но не вижу покупателей. Наверное, дорого все равно. Или просто мы пришли в такое время, когда мало народу. Мы вообще-то стараемся выбирать такое время, когда мы точно знаем, что будет поменьше людей. Мы не очень-то любим толкаться среди толпы. Благо в Италии это предсказуемо. Здесь примерно все в одно время кушают и ходят по магазинам приблизительно в одно время. И мы точно знаем, например, что в 2 часа дня здесь будет очень мало людей. И так вот стараемся выбираться именно в это время. А я купила себе очень хороший парфюм. Дома уже покажу, поподробнее расскажу. Многие, кстати, меня просили, какой у меня будет в этом году парфюм. Gira perché così fate pure il cartello. Здесь у нас фермеры делают забастовку, потому что их ограничивают в их работе сейчас. Вот, видите, где их остановили? Возле города. Боже мой, сколько полицейских. На одного фермера 1 полицейский. Они хотели приехать сделать забастовку, чтобы раскрыть проблему фермеров. Сейчас стали их ограничивать в их продукции, чтобы они не засевали слишком много полей, чтобы они не производили слишком много продукции. Им платят какие-то мизерные денежки, но чтобы их работу застопорить. Представляете? А они вышли на забастовку и написали там: нет фермеров, нет еды. Вот. И все, их там застопорили, закруглили в какой-то загончик. И никто не знает, что они делают, эту забастовку. Никто это не освещает. И люди вообще не в курсе. Так вот. Вот так у нас такое здесь происходит. Я слышала, такое есть и в Германии, и во Франции. Вот теперь и до нас докатилось. И они приехали на своей технике провести мирную забастовку, мирное такое мероприятие, чтобы огласить проблемы. И тут же их зажимают. Мы заехали на кладбище, посетили мою мамочку. Мне как-то легче на душе, когда я прихожу к ней на могилку. Вот здесь на кладбище растут такие огромные это кипарисы. Вот видите? Вот такие высокие. Это принято на кладбищах сажать кипарисы. Ну, вроде бы они как свечки. Вот так вот. Хорошо, что моя мама здесь со мной в Италии. Потому что я бы все время думала, где эта могилка, как о ней заботиться, далеко. А так она рядышком. Пришли, цветы поменяли, немножко поухаживали, что-то там посмотрели. Мы сделали ей хороший мраморный памятник. Здесь только из мрамора делают. В общем, вот так. Легче на душе, когда посетишь. Вернулись уже домой. Это я видео с посещением магазина и с покупками другими уже снимаю через много дней после прежних эпизодов. А то некоторые думают, что мы в один день все прямо покупаем и все прямо съедаем. Нет, это у меня видео собирается иногда даже за целый месяц понемножку.
Вот такие савоярди купили, печенье, бисквитные палочки. Будем делать тирамису. Купили вот такую страчателлу. Вот эта коробочка 5 евро, 5,95. Это в сливках моцарелла. Режется полосками и называется страчателла. Есть еще мороженое страчателла. Его готовят из сливок и там кусочки шоколада. Рикотта 95 центов сегодня. Были скидки. Вот такие орикети по 1 евро с чем-то, я уже не помню сейчас точно. Здесь 400 грамм. Это свежая паста из Апулии. Там умеют делать эти орикети, и они очень вкусные. По 29 центов вот такие 2 кубика дрожжей, потому что я буду печь что-то дома. Держу дома свежие дрожжи. Если они у меня не расходуются слишком быстро, я их замораживаю. Они прекрасно хранятся в морозилке. И вот такие тарали. Вот, тарали наполитани. Это такие типа калачики, бублики с миндалем и черным перцем. Это Альфредо очень любит. Он когда их увидел, сразу же схватил. По-моему, они по 3 евро. Вот. Он их просто обожает. И вот такой кустик орегано. Видите? Букет. Боже, какой аромат сильный идет от него. Орегано у нас говорят. А здесь в Италии орегано. Это, по-моему, майоран или душица. Не знаю, какой именно это сорт трав по-русски будет, но факт тот, что здесь его используют очень много в различных блюдах. И такой прекрасный аромат и очень полезное растение. Почитайте о нем, если кто-то не знает. Вот так он выглядит. Все, я уже приготовила тирамису, присыпала какао и сейчас отправлю в холодильник. К нам должны приехать гости, и они постоянно просят именно такой тирамису, который я готовлю. Я вам уже показывала рецепт, я оставлю ссылку под этим видео. Если кому-то нужно, проходите, готовьте. Это беспроигрышный вариант, безопасный, без сырых яиц. Очень простой и легкий, можно угощать кого угодно и не беспокоиться ни о каких сырых яйцах. В общем, это такой вариант, не классический, но довольно достойный. Мои итальянцы тоже его полюбили. И я присыпаю какао всегда до того, как отправить в холодильник. И потом, когда достану, еще немножко могу присыпать, если сверху будет влажно. Таким образом образуется такая приятная плотная корочка сверху. Какао не рассыпается, когда режешь. Ну, немножко рассыпается, но не слишком. В общем, это прекрасный рецепт. Это, по-моему, самый вкусный тирамису, который я когда-либо пробовала. Вот такой у меня новый парфюм. Chanel Chance Eau Tendre Eau de Toilette. Eau Tendre – это нежная вода. И Eau de Toilette – это туалетная вода. В общем-то, это нежная туалетная вода. И вот такая бутылочка. Вот она, бутылочка. Купила 100 миллилитров. Цена 147 евро в Сефоре. Сефора на французский манер называется. Цена 147 евро, но они предложили скидку, если я куплю у них какой-нибудь их продукт. И я согласилась, почему нет. Еще дали вот таких 2 пробника. Miss Dior парфюм. И еще один вот такой Miss Dior цветущий букет. Мне вот этот мне понравился больше. Этот тоже неплохой, но как-то он слишком букетный букет. Здесь аромат мандарина и жасмина, и розы. А здесь аромат бергамота калабрийского, розы и пионы. Тоже очень хороший, но как-то для меня лично этот выигрывает.
Кстати, на официальном сайте Chanel этот парфюм стоит 157. Аромат зеленых фруктов, цитрусовых и цветов. В общем, цветочно-фруктовый. Здесь зеленый фруктовый аккорд грейпфрута и айвы переплетается с мягкостью жасмина, розы и гладкостью белого мускуса, создавая опьяняющий легкий цветочный шлейф. А также здесь есть древесные оттенки какие-то, я тоже это чувствую. Шлейф умеренный, очень хороший. И стойкость на моей коже 6-7 часов, где-то примерно вот так, а на одежде еще дольше. В общем, очень стойкие, очень приятные, окутывают тебя таким волшебным ароматным облаком. Очень мне понравился. И вот мой чек. Вот видите, цена 147, но они дают скидку мне 20%. И я купила у них, сейчас покажу что. Вот общий чек получился 132,79. Вот я купила у них за 14,99 очищающий бальзам. Вот он. Он просто прелесть. На 99% состоит из натуральных ингредиентов. Чудесный. Его наносишь на лицо, делаешь массаж и затем смываешь тепленькой водичкой. Так хорошо очищает поры. Такое лицо чистое становится, мягкое, ну просто как бархатная кожа. И очень-очень чистая кожа. В общем, я довольна своей покупкой. И этим бальзамом, и тем, что мне дали скидки, и очень хороший аромат этих духов. Я в полном восторге. Кстати, хотела дополнить еще про этот бальзам. Они мне в магазине сказали, что это, конечно, очень хорошее средство для снятия макияжа. Но если вы не пользуетесь макияжем, то все равно этот бальзам очень хорош для вас, просто чтобы очищать свою кожу от разных загрязнений, которые бывают в атмосфере, когда мы где-то ходим, когда мы потеем, когда какой-то ветер, пыль от земли. В общем, просто прекрасное средство, даже если вы не пользуетесь макияжем. Он не только очищает, но еще и ухаживает за кожей. Здесь есть витамины, антиоксиданты и приготовлен на основе экстракта водорослей и различных ценных масел. А также здесь особо выделено, что есть витамин Е. Представляете, какой шикарный бальзам я себе приобрела неожиданно. Вот так он выглядит, нежного голубого цвета. Это от водорослей синих. Вот такой дополнительный уход к моим натуральным масочкам мне не повредит. Кожа становится, я еще раз повторю, как бархатная. Поры сужаются, потому что они очень хорошо очищаются. Я в восторге. Такая банка приличного размера, мне надолго хватит. И причем натуральный состав. Это меня тоже очень радует. Кстати, я решила прочитать, чем отличается туалетная вода от парфюмерной воды. И считается, что туалетная вода менее стойкая, но это не всегда так. Стойкость часто зависит от многих факторов, в том числе от тех веществ, парфюмерных нот, которые содержатся в аромате. Например, древесные ноты всегда будут дольше звучать в аромате, чем цитрусовые, вне зависимости от концентрации. Этот аромат держится очень долго. Вот это видео про аромат я снимаю на следующий день, и я ощущаю то, что я нанесла вчера. Представляете? Настолько стойкий и долгий. Такая долгая, теплая, тягучая волна какая-то. И становится все нежнее и нежнее, как-то переливается. И очень приятное послевкусие, как говорится. Не всегда правда, что туалетная вода менее стойкая.